Всем доброго утра. Уже утро начинается, собственно говоря. Ну, как всегда, я не сплю. Вот. Закончила очень много работы всякой. Теперь могу себе позволить с вами поговорить. Ой, простыла, видимо, чуть-чуть. Итак, друзья мои, наверное, поскольку моя основная аудитория женщины, я поговорю сейчас о женской сути львицы. Вообще эти царственные кошки мне снятся с малых лет. Хотя знатоки вообще африканской фауны говорят, что не совсем они уж короли и царственные, что есть более смелые, сильные хищники. Но в любом случае львы, вот моя стихия, люблю я львов, волки мою, из птиц орлы, хищников люблю, вот такая натура я. Но более всего люблю львиц. Почему? Потому что, видимо, их повадки где-то похожи на мои, или я на них, не знаю, копируем друг друга. Почему нужно жить как львица? Во-первых, начну с того, что львица готовится стать охотницей и кормилицей прайда не один год. Она должна повзрослеть, наблюдать за более взрослыми львами, понять, как все происходит, и стать либо атакующей, либо защищающей, но в любом случае матерью прайда, на которой держится прайд. А прайд держится на львицах. Мужчина там, в общем, выполняет роль декорации. Но в любом случае они его кормят, поят, лелеют, значит, дарят тепло, любовь, кружатся вокруг. Почему? Потому что он единственный защитник их детенышей. И они знают, что если будет другой самец, то этот пока молодой, сильный, холёный, такой вожак стаи, да, прайда, он способен защитить их детей. И львица берет на себя эту ответственность, она берет на себя все функции, она берет на себя все задачи, трудности для того, чтобы ее дорогой был огражден от постоянных повседневных каких-то забот, набирался сил и в нужный момент мог атаковать. Терпению львиц можно позавидовать. Они готовы часами лежа наблюдать. Они долго наблюдают за определенной жертвой. Львы никогда не охотятся случайно. Вот нет такого, чтобы львы мимо проходили и решили кого-нибудь поймать. Если они кого-то поймали, значит, они за ним наблюдали очень долго, рассчитывали его шаги, изучали повадки и в конце концов напали. Причем напали так, что загнали в угол, что у жертвы уже не остается вообще шансов на выживание. Потом смотрите, львица, она всегда подкрадывается тихо. Она тихо подкрадывается, подслушивает, изучает все за и против, изучает все моменты, изучает все минусы и слабости врага, потом нападает. И более агрессивны именно львицы, чем даже львы. Почему? Потому что вы в цирке никогда не увидите львиц. Вы видите самцов. А львиц вы не видите. Да? Они не поддаются дрессюре. Как ни странно. Она кормилица своей семьи. Она не надеется ни на кого. Ей нужно кормить детенышей. Она время от времени отходит от прайда, когда ей нужно спариваться с вожаком или просто самцом для того, чтобы родить детенышей. То есть она отходит. Ее личная жизнь – это ее, она отдельно где-то. Даже детенышей своих она рожает одна. После определенного срока, когда они уже способны ходить, она приводит в
в прайд и знакомить со всеми членами прайда. Львица одна справляется с гиенами. Она способна рассчитать все за и против, поскольку мы знаем, что у гиен самые сильные мощные челюсти в мире, и поэтому они так могут замыкаться, что как бы невозможно будет отделить. Они даже готовы, ну, то есть способны раздробить кости. То, естественно, она должна рассчитать все за и против. Когда гиен становится много, она, значит, предусмотрительно отходит. Вот в жизни нужно, наблюдая за львицей, становиться такой же, как она. Приобрести навыки жизненные, терпеливо ждать, надеяться только на себя, уметь и голодать, уметь и отказывать себе в чем-то, уметь и наблюдать долго за врагами, изучить их стратегию, понять, что они хотят, понять их слабые места и одним броском подчинить их себе. Ну, подчинить это имею в виду, что растерзать. По-другому она не поступает. Львица не охотится за мелкими грызунами. Она не охотится, ну, если только для развлечения, там пару раз лапой даст, это другой вопрос. Но она всегда охотится за более крупной дичью, да? За буйволом африканским, который очень силен. Вы представляете, корова домашняя, а это дикая корова, которая, наверное, раз 50 сильнее домашней коровы. И одним ударом лапы ломает хребет. Почему? Потому что рассчитывает правильно свою стратегию. Смотрите, львы подходят к стаду. Стадо тупое. Если бы травоядные имели мозг, если бы у них был ум, они бы сгруппировались. Иногда такое случается, группируются они, но это очень редко, когда додумались. Они бы сгруппировались, никакие львы бы не смогли их победить, потому что они состоят из мышц, из, значит, рогов, из жутко сильных копыт. И поэтому, если они сгруппируются, ну, никто из них не пострадает. А они что делают? Они в панике начинают сбегаться в разные стороны. И тут львы заприметили слабую особь, загнали в угол, напали и сожрали. Вот таким образом каждая львица поступает. Как бы она по жизни ни шла, она должна наблюдать долго в кустах, понять все за и против, взвешенно, спокойно подойти и покорить. Дорогие женщины, если вы хотите жить свою жизнь, как живут львицы, самодостаточно, суметь самой себе добивать пропитание, не зависеть от мужчины, подниматься по жизни, да, даже если рядом с вами есть тот самый самец, вожак прайда, в любом случае быть ему опорой, помощью, потому что вожак прайда тоже нуждается в помощи, когда нападает на прайд. Львицы жутким там, значит, этим своим рычанием показывают протест и сами, как могут, помогают вожаку отогнать чужака. Так что это не только его заслуга. Так вот, если вы хотите по жизни быть львицами, учтите, что львицы поднимаются, когда набираются достаточного опыта, то есть они должны много лет учиться, они должны много лет набираться навыков, сил, поскольку жизнь львицы и жизнь обычной женщины, конечно, если сопоставить в временном рамках времени, да, ну, это почти что они, то есть в своей львиной жизни начинают охотиться, ну, если сравнить с нашим возрастом, примерно как вот после 28 лет, вот примерно так. Значит, набраться навыков, понять, как другие это сделали, а потом начинать, то есть вот хватка, когда львы нападают, они никогда не должны отступать, они не отступают. Но прежде чем напасть, они должны рассчитывать свою силу. Точно так же в жизни. Если ты
чувствуешь, что ты глупее человека, что ты еще не настолько дорос, или игра не стоит свеч, это будет ненужная вещь, значит, не нападай. Если ты чувствуешь, что это твоя жертва, нападай. И не отступай, пока не увидишь кровь. То есть это не обязательно касается врагов. Это касается любой работы, любого дела. Вот если ты начала и чувствуешь хватку, что ты выследила эту добычу, потому что добыча – это не только тот, кто нам чем-то мешает, да, или мы ему мешаем. Добыча – это еще наша карьера, добыча – это наша жизнь, добыча – это заслуживание уважения, имени и прочее, очень много там разных факторов. То есть я хочу сказать, что для того, чтобы жить как львица, чтобы хищно идти вперед, чтобы быть опорой для своего прайда, то есть для своей семьи, женщина должна делать следующие вещи. Заниматься самообразованием, получать как можно много навыков, наблюдать, как это делали до нее более великие личности, рассчитывать стратегию силы в каждой работе, в каждом деле в своей жизни, в каждом начинании, приблизиться, понять, что это, и напасть, то есть добиться. Идти до последнего, пока это не станет твоим. Я люблю львов еще по той причине, что мне всю жизнь с детства снятся львы. Я не знаю почему. У меня каждый второй сон лев. И по их рычанию или по их дружелюбности я определяю, в общем, что меня ожидает в ближайшие дни. Говорят, что львы снятся людям, которые добиваются многого, но в позднем таком возрасте, то есть не в молодости, уже в зрелые годы, да. Не знаю, посмотрим, может быть, так и есть. Но, по крайней мере, вот львиные повадки, извиняюсь, их терпение, их умение рассчитать, правильно сделать, правильно напасть, создать панику и прочее, она учит меня многому и учила многому. Согласитесь, что мы у природы очень многое берем. Те же самые приемы карате, взятые у животных. У обезьян повадки взяты у даже насекомых взяты определенные там повадки, которые помогают, развивают человеческую ловкость. Потому что, глядя на животное, как он бьет, как он нападает и защищается, мы обретаем какие-то навыки. Ради интереса включите дикую планету или природу, охота львов, и посмотрите, как они охотятся. И перенесите это в жизнь. Вы посмотрите, как вы будете в выигрышном положении. Потому что львица, она привыкла рассчитать все свои шаги, приобретать навыки и не отступать. Так что, дорогие женщины, будьте львицами, чтобы гиены от вас убегали за 100 километров. Всем удачи!